Ребята, всем привет! Рада вас приветствовать на обзоре 4-го журнала Low Surprise. В рубрике «Бумажный коллекционер» у нас сегодня настоящее сокровище, обязательно не пропустить. У нас яркая весенняя обложка, в ней великолепная дива. Здесь у нас вот такой вот прекрасный арт весенний с Shine Baby. Очень мне нравится эта куколка, у нее просто восхитительные штанишки в полосочку. Анонс журнала. В этом журнале мы с вами будем подбирать себе наряды, встречать гостей, устраивать разные вечеринки. Давайте посмотрим. Вот она, наша главная персона выпуска. Великолепная дива. Мне очень нравится безумно эта куколка. Из примечательного то, что у нее есть свой салон красоты. Судя по ее прическе, это действительно очень актуально для нее. Здесь у нас задания, связанные с ее салоном. Необходимо подобрать нужные предметы для салона красоты. В прошлом журнале у нас было уже подобное задание. Здесь считаем количество бантиков, записываем результаты. На мой взгляд, кроссворд — это новинка. Я вот не помню за последние выпуски, по крайней мере, что было что-то подобное. Кроссворд тематический. Здесь у нас вкусняшки, десерты. Также продолжается в этой же тематике тени. Маленькие тени, но само задание по себе интересное, на мой взгляд. Здесь же дополнительная раскраска маленькая есть. Для любителей раскрасок, конечно, чем больше раскрасок, тем лучше. Дальше у нас советы по стилю. Определяем свой цветотип. Советы, которые помогут нам выглядеть безупречно. Понравилось мне вот это вот логическое задание. То есть каждой куколке нужно подобрать сумочку по описанию. Интересно, что они все такие разные. И этот выбор каким-то образом тоже помогает раскрыть их характер. Далее у нас идет пижамная вечеринка. Девочки устраивают пижамную вечеринку. Также нужно подобрать каждой куколке пижамку. На пижамной вечеринке они будут кушать роллы. Здесь задание на внимательность, на логику. То есть считаем, распределяем, сколько роллов достанется каждой девочке. Раскраска по образцу. Здесь у нас в пижаме Sleepy Bibi. У нее такая милая пижама, очень нежно выглядит. И ее питомец щенок Барки. Она с ним спит в обнимку. Он спит у нее под бочком. Пишите в комментариях, с какими игрушками спите вы. Я сплю с большим котом-батоном. Он ростом с меня. Далее у нас идет психологическое развлечение на тему «Гостеприимные ли мы хозяйки?». На мой взгляд, он, конечно, текст здесь выглядит прям очень мелким. Прям как-то режет глаз. Не знаю, с чем связано именно такой дизайн. Как-то, на мой взгляд, можно было бы текст покрупнее сделать, было бы посимпатичнее. Хотя бы, чтобы вот он был бы даже чисто визуально приближенный к этим к ответам. Далее у нас небольшая рубрика для любителей мистики. Здесь небольшой ребус. Вот такое вот милое задание. В общем, Ветчай Бабай решила устроить дождь для своих подружек из цветов. Это мне, кстати, напомнило книгу про Мирабель. Там тоже была такая история, связанная с дождем из цветов. И сразу мне вспомнилась эта книга. Тени. Кстати, сейчас вот обратила внимание, что получается у нас в этом журнале прям две моих любимых рубрики тенями. Здесь картинная галерея. Она, кстати, есть отдельно и в анонсе. Они описаны. Необычные у нас здесь арты в готической тематике. Выглядит красиво. Но все-таки, я думаю, под оформление я отдам предпочтение вот этому пазлу. Мне пазлы такие нравятся.
Единственное, на мой взгляд, вот эти вот пятачки можно было бы сделать ниже и поскромнее немножко. Но это, опять же, это моменты, которые мне вот конкретно в оформлении важны. А так, если классическим образом проходить журнал, то это, конечно же, не так важно. Далее у нас идет постер. Постер под раскрашивание. Вот здесь вот с таким вот милым мальчиком. Такая у нас пара. Разворот оформленный, выглядит просто шикарно. Такой вот нежный, красивый постер весенний с этими прелестными пасхальными кроликами. Просто восхитительный. Наклейки. Наклейки, на мой взгляд, конечно, мелковаты. Мелковаты. И у нас с прошлого журнала продолжается вот эта вот тематика минималистичная. Здесь обратите внимание, посчитайте, сколько здесь корон одинаковых, по сути, просто наклейки. То есть у нас в анонсе получается 65 наклеек. 65 наклеек, но из них просто базовых наклеек очень много. Опять же таки, кому как больше понравится. На мой взгляд, было бы, как мне нравится, конечно, больше, когда больше наклеек больших и разных. Здесь 3 сердца. 3 сердца просто, одинаковых сердца. Еще ладно, вот с этими наклейками, в принципе, они базовые, такие коммерческие. Можно что-то оформлять ими, куда-то на тетрадку приклеить, на обложку. В принципе, имеет место быть. Но слишком вот эти вот повторы, это, на мой взгляд, конечно, странно. Едем дальше. Подписка на журнал. Здесь у нас логический ряд. Вот такая вот сеточка в кубе. Соответственно, такие вот лимонадики. Здесь раскрашиваем цветочки и смотрим Shine Baby, ее траекторию движения. В принципе, тоже полезная история. Мини-садик. Советы по разведению цветов. В принципе, здесь их не так много. Само оформление мне нравится. Дополнительные задания есть. Это, на мой взгляд, добавляет интерактива самой рубрики. Что могу сказать о себе? Я в детстве просто обожала вообще вот эту вот тематику. Все, что связано с разведением цветов, с растениями. Мне это было очень интересно. Я разные книги покупала себе, выращивала что-то. В общем, это было мое хобби. Поэтому мне эта рубрика близка. Здесь задание «Звезда сцены». Вот на это задание конкретно нет ответов в конце. Так, тут вроде все, на мой взгляд, очевидно. Подготовка, выступление. Здесь единственное отличие на Браво и Бис, то, что она без очков. Я не знаю, может быть, она слишком низко наклонилась, когда выходила на Бис, и очки с нее упали. Ну и по описанию можно сделать вывод о том, что после выступления у них было автопати. В общем, они там ели вкусняшки с подружками, отмечали удачное выступление. Далее у нас идет задание, где нужно прописать название эмоций. На мой взгляд, тоже очень полезно. И вообще этому уделяется внимание все больше и больше журналов к журналу. Разные советы, связанные с этим, как справиться с волнением и все такое. В общем, берем свои эмоции под контроль. Так. Разворот с поиском различий. Наконец-то вот он большой, красивый. Здесь нужно раскрашивать бабочек. Бабочки выглядят очень мило. Красивая картинка. Меня радует, что они крупные. Далее у нас ходилка. Ходилка очень милая. Будет очень интересно смотреться в оформлении. Вырежу всех этих малышек. Будут такие, можно будет забирать их себе, то есть отклеивать, приклеивать, или можно в виде карточек сделать их, что каждый может из игроков брать себе карточки с этими малышками. Ну, в общем, выглядят они, конечно, просто невероятно и забавно.
Далее у нас задание со складыванием чисел, полезное. Само оформление красивое. Предыстория есть, что это живая пирамидка, что это связано с питомцами. В общем, все верно, правильно посчитаем и поможем нашим питомцам в выступлении в цирке. Далее у нас идут ребусы. Я лично сама не фанат ребусов, но уверена, что многим ребусы нравятся. В принципе, они несложные, ну, даже для меня. С этими я справилась. Ответы. И финальная наша страничка. Здесь у нас панно. Панно, я посмотрела панно, в принципе, можно даже сделать из него какой-то актив. А сейчас настала рубрика «Бумажный коллекционер». Вот таких у меня 2 пакетика было. Сейчас посмотрим, какая куколка нам сегодня достанется. В общем, предлагаю открыть пакетик с короной. Открываем. Так, и это у нас вот она. Эту куколку зовут Shine Queen. Напишите в комментариях, помните ли вы то время, когда нельзя было носить вместе золото и серебро. Сегодня у нас куколка Лол, которая доказывает своим примером, что золото и серебро носить можно и даже нужно. Но в целом, конечно, это уже правило давно не работает. А Shine Queen у нас просто, она фанат золота и серебра. У нее блестящий наряд с серебряными аксессуарами, с коронами, поясом и браслетом. На ее вечеринках под потолком вращается золотой дискошар. Давайте узнаем еще о ней. Так. Ее лучшая подруга MC Queen, совместное фото с ней, Shine Queen, хранит в своем телефоне золотого цвета. Вот такой вот у нее золотой телефончик. Здесь мы можем полюбоваться на их совместное фото. Подружка прям под стать ей. У нее такая тоже красивая корона серебряная. У нашей Shine Queen есть фразочка. Пусть все вокруг светится. Давайте ее приклеим. Вот так. Так, у ее любимого купальника золотистые шортики. Скоро у нас будет лето. Всем нам пригодятся купальники, наконец-таки. Так, в торжественных случаях она повязывает на правое плечо королевскую ленту золотого цвета. Я, кстати, в интернете посмотрела, что за ленты такие королевские. Но, насколько я понимаю, это как наподобие, как в конкурсах красоты, что-то подобное. Это популярная куколка с золотистыми волосами, любит золотые и серебряные вещи. Как мы поняли уже из того, что увидели. Вот такая великолепная, драгоценная, сияющая королева Shine Queen добавилась в нашу коллекцию бумажных кукол. Ребята, в общем, на сегодня это все. Пишите свое мнение в комментариях, что вам понравилось больше всего из рубрик журнала. А самое главное, как вам новые наклейки. Мне будет очень интересно почитать. Большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!